Всем привет! В этом видео покажу, как готовлю ванильные капкейки с малиновой начинкой. Для кексов понадобится сливочное масло, сахар, молоко, яйца. Муку я просеяла заранее, разрыхлитель и ванильный сахар. К мягкому сливочному маслу добавляю сахар и ванильный сахар. Взбиваю это все миксером до полного объединения. Вливаю яйца, взбиваю миксером на низких оборотах до однородности. К просеянной муке добавляю разрыхлитель, перемешиваю хорошенько. В два этапа добавляю муку ко взбитой части. И после каждого добавления взбиваю миксером на низких оборотах. Должно получиться вот такое густое тесто. В последнюю очередь вливаю молоко и взбиваю на низких оборотах до полного объединения. Тесто станет более жидким. Вот такой консистенции получилось тесто. Оно не жидкое и не густое. Перекладываю все тесто в кондитерский мешок, для того, чтобы было удобнее раскладывать его в капсулы. Если кондитерского мешка у вас нет, можете раскладывать ложкой. Капсулы буду использовать вот такие усиленные. Продаются они в кондитерских магазинах. Чтобы кексы получились одинакового размера, отмеряю тесто на весах и выкладываю в капсулы по 55 грамм теста. Сверху можно слегка ложечкой разровнять тесто, чтобы шапочка у кекса получилась ровненькой. Выкладываю капсулы с тестом на противень и отправляю в разогретую до 155 градусов духовку примерно на 25-35 минут. Теперь приготовим начинку. Для нее понадобится малина, у меня замороженная, а также вода, кукурузный крахмал и сахар. Ставлю малину нагреваться, сразу добавляю сахар. Малину я не размораживаю. Перемешиваю хорошенько. Сахар должен полностью раствориться, а малина должна стать однородной. Когда малина начнет кипеть, смешиваю крахмал с водой, хорошенько его перемешиваю и добавляю к малине. Хорошо перемешиваю всю эту смесь и увариваю примерно 1-2 минуты. Смесь должна загустеть. Вот какая у меня получилась густая начинка. Она похожа на джем. С лопатки как вода не стекает. Перекладываю начинку в маленький кондитерский мешок и даю остыть. Готовые капкейки выкладываю на решетку, чтобы они полностью остыли. Выпекались они у меня 30 минут. Для крем-чиза понадобится мягкое сливочное масло, сахарная пудра и творожный сыр. У меня это Хохланд. К маслу добавляю сахарную пудру и хорошенько взбиваю миксером на низкой скорости до объединения. В несколько этапов добавляю творожный сыр. Взбиваю миксером на низкой скорости до объединения.
Вот такой крем-чиз получился. Он подходит для шапочек капкейков, для прослойки и выравнивания тортов. Для шапочек буду использовать вот такую насадку «Закрытая звезда». Помещаю ее в кондитерский мешок и перекладываю в него весь крем. В остывших капкейках при помощи ножа делаю ямки для начинки. Заполняю эти ямки остывшей малиновой начинкой. Сверху делаю шапочки из крем-чиза. Мне больше нравятся низкие шапочки. Также можно сделать их высокими. Крем отлично для этого подходит. Украшаю сублимированной малиной. Также можно украсить бусинками или свежей малиной и мятой. Вот такие капкейки у меня получились. Они очень вкусные, нежные, с легкой малиновой кислинкой. Теперь давайте посмотрим, как выглядят капкейки в разрезе. Всем спасибо, кто досмотрел до конца. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому рецепту.